Рома с трудом поднял ведро с молоком. «Ну все, Зорька, спокойной ночи». Корова, как будто тоже прощаясь на ночь, лизнула шершавым языком его куртку. «Не балуйся, обслюнявишь, стирай потом, порошок дорогой». Он закрыл хлев и поспешил к дому. Только за ручку двери взялся, как услышал: «Рома, подоил уже Зорьку? Я же говорила, приду, помогу». Это была их соседка и подруга мамы. «Тетя Света, да она вечером спокойная и молоко хорошо отдает. Вы не переживайте». «Не переживайте. Как же не переживать за вас?» Она подхватила из рук Ромы ведро и пошла в дом. Он следом. «Папка где? Опять гуляет?» Рома вздохнул. «Гуляет. Тяжело ему, тетя Света. Он, знаете, как ночами плачет. И это градусы в нем плачут. Второй год плачут, а он все их доливает». Они вошли в дом. На диване сидела девочка с куклой. Она внимательно посмотрела на вошедших и улыбнулась. «Молочко». Женщина обняла ее. «Ну что, крошка моя, как дела?» «Хорошо. Мы с Верой сегодня учили букву О». «Подожди, вчера же твою куклу звали Катей». Девочка удивленно посмотрела на Светлану и махнула рукой. «Это давно, а сейчас Вера». Светлана рассмеялась. «Ой, ну я же не знала. Теперь запомню. А Вера будет с тобой блины с творогом кушать?» Девочка задумалась, потом спросила. «Завернутые?» «Завернутые. А сладкие?» «Конечно. Тогда будет». Девочка залезла на стул и внимательно смотрела на то, как Светлана процеживает молоко, ставит банки в холодильник, потом достает из пакета тарелку, накрытую другой тарелкой. Рома тоже присел за стол, положил рядом с сестрой вилку и сказал: «Надюшка, кушай осторожно, стирки и так целая коробка». Светлана подняла на него глаза. «Машинка-то работает?» «Наверное, я не включал давно». «Завтра с утра отца твоего выловлю, пусть воды в баню натаскает, потом приду, помогу тебе». Она посмотрела на Рому. «Рома, нужно что-то с Зорькой решать. Сено в зиму вы не приготовили, а еще дрова покупать надо. Тетя Света, да я все понимаю, только жалко ее». «Жалко. Ну так голодать животина будет, не жалко? Мы же не на мясо. Будет жить в хороших условиях, в тепле, молочко давать и вам молочка присылать. Надо бы с папкой поговорить». Света вздохнула. «Надо бы, только как это сделать? Ладно, вы укладываетесь, утром Надюшку соберешь, я захвачу ее по пути в сад, папку попробую поймать». Светлана звонко чмокнула Надю в щеку, но та лишь отмахнулась. Уж очень была блинами увлечена. Света вышла на улицу и увидела силуэт на скамейке у калитки. Кто там притаился, гадать не приходилось. Она подошла, села рядом. «Привет, Витя». «Привет. Снова ругать будешь?» «А чего мне тебя ругать? Сам себя съешь скоро, только поздно будет». «А что, конец света близится?» Он пьяно хохотнул. «Кому как? Из школы в опеку звонили. Я ребятам ничего не говорила, потому что не знаю, как такое вообще сказать можно. Господи, как хорошо, что Лена этого всего не видит». Виктор скрипнул зубами. «Ты как будто меня во всем винишь». «А кого винить-то надо? Это же ты до такого довел». Он схватил Свету за руку. «Горе у меня, понимаешь? Горе!» И он заплакал пьяными слезами. Света выдернула руку. «Витя, ты же знаешь, как я к тебе всегда относилась. Ленку убить была готова, когда ты ей предложение сделал. Но сейчас понимаю, ты размазня». Света развернулась и пошла к дому. Какое-то время Виктор смотрел ей вслед. Получается,
Теперь и Светке он не нужен. И Лена его бросила, и Светка тоже. Он снова сел на лавочку. Что же за несправедливость такая? Так у них все хорошо было. Надо бы лучше, да некуда. Виктор работал в городе, Лена деток растила. В доме все есть. Жена умница, красавица. В один день все рухнуло. Приговор врачей, и впереди темнота. Он еще ни одного дня не был трезвым после похорон жены. Когда в умат, когда еще соображает что-то. Знает, что Света всегда рядом. К приезду опеки он немного очухался. Видел, какими испуганными глазами смотрит на незнакомых теть дочка. В груди защемило. Дома порядок, еда в холодильнике есть. Написали какие-то бумажки и уехали. Женщина, видимо, главное среди них сказала, отведя его в сторону. «Еще один сигнал, и детей мы заберем». Он и ответить ничего не успел, она развернулась и пошла к машине. К вечеру Виктор снова напился. Как домой пришел, не помнил. Утром глаза продрал, никого. Ну и хорошо. Водички попил, послонялся по дому. Взгляд упал на портрет жены. Подошел, долго стоял, рассматривал. Потом быстро собрался и вышел. Сегодня день рождения Лены, а он совсем забыл. Зашел в огород по пути, нарвал большой букет георгинов. Лена их очень любила. По дороге на кладбище в магазин завернул. Маленькую взял. Нужно же помянуть, чтобы все чинно было. Когда подходил к могиле, услышал детские голоса. Сразу догадался, что это Рома с Надей, и решил переждать за кустом, пока дети уйдут. Сел на землю, опохмел вытянул и вдруг замер. Здесь ему было очень хорошо слышно, что говорят дети. Говорила Надя. «Мамочка, ты не переживай, у нас все хорошо. Только страшно дома одной, пока Ромка к коровке ходит. Папы никогда нет, но я и не хочу, чтобы он приходил. Он все время пахнет невкусно и смеется. А еще Нинка сказала, что меня скоро в детский дом сдадут, потому что я никому не нужна. Я сказала, что это неправда, а она дразнилась. Я ей как дала, а потом ее мама прибежала. Сказала, что я сирота, меня все бросили, поэтому я невоспитанная. Я воспитанная, мамочка, только зачем она обзывается? И в детский дом я не хочу». Виктор сидел белый как мел. Он слышал, как Надюшка всхлипнула, и этот всхлип его полоснул, как ножом по сердцу. Через какое-то время заговорил Рома. «Мамочка, ты не обижайся, только Зорьку нам продать придется. Дров нет совсем, нужно купить, а ее зимой все равно кормить нечем. Я пробовал косить, но у меня пока не получается. Но ты не думай, она к хорошей тете пойдет, ее никто обижать не будет». Дети посидели еще какое-то время и ушли. Виктор встал, посмотрел на бутылку в своих руках, потом размахнулся и швырнул ее далеко в кусты. Он сел у могилы жены, долго сидел молча. Что он мог сказать? Что больше пить не будет? Так говорил уже. Каждый день напивался и говорил, заливаясь пьяными слезами. Виктор схватился за голову. Что он делает? Горе заливает. А что же тогда детям его делать? Им как с горем справляться? Он провел на кладбище часа 2, потом подошел к дому, остановился у калитки. Надо же, а он и не замечал. Трава вокруг дома выкошена, во дворе все прибрано. Сам-то он давно уж ничего по дому не делал. Домой заходить было стыдно. Так стыдно, что и ноги не слушались. Он присел на лавочку. Слышал, что дома чему-то смеется Надя. Как он радовался, когда Лена родила эту Кнопку. Он, конечно, и Рому любил, но маленькая девчушка
просто околдовала его сердце. Виктор попытался вспомнить, за что его уволили с работы. Ну так он просто не ездил на нее. А потом приехал пьяный начальник и помахал ручкой. Еще пытался какие-то нотации читать. Черт, как же теперь все восстановить-то? Он встал. Сиди, не сиди, а идти надо. Посмотреть своим детям в глаза. Он открыл дверь. Надя и Светлана что-то делали на столе. Девочка сразу перестала улыбаться. «Привет всем!» Света внимательно посмотрела на него, вроде трезвой, улыбнулась. «Привет! Мы с Надей пирожки затеяли. Правда, не очень пока получается». В этот момент у Нади в очередной раз вывалилась начинка из пирожка, который она пыталась свернуть. Виктор улыбнулся дочке. «А давай я тебе помогу, только руки помою». Надя удивленно посмотрела на отца, потом на тетю Свету и важно кивнула головой. Все время, пока Виктор был дома, пока пироги пекли, пока чай пили, дети настороженно смотрели на него. Виктор сказал: «Не буду больше пить, не смотрите так на меня». Первой отреагировала Надя, подошла к нему, обняла за коленки. «Пап, а велик мне купишь? А то у Нинки есть, а она все время говорит, что мне и купить некому». «Ох уж это Нинка! Куплю, конечно. Вот завтра поеду в город и куплю. Как раз и по поводу работы узнаю». На работу Виктора взяли, и даже на велик он денег нашел. Ехал домой, а душа как-то не на месте. Из автобуса вышел, быстрым шагом к дому направился. Странно, никто из детей не встречает, а ведь знали, во сколько приедет. Он рванул на себя дверь дома, за столом сидела Света и плакала. «Что? Где все?» Она подняла на него красные глаза. «Увезли. 2 часа назад увезли. Из опеки приехали. Нинке, мать, которой Надя нос разбила, позвонила туда». Велосипед громко грохнул, упав на пол. Виктор опустился на порог. «Что же это?» Света подошла к нему. «Ты руки-то не опускай. Пошли к председателю. Давай справки собирать. О жилье, обо всем. Не может быть, чтобы так просто, чтобы не вернули». До самой ночи они со Светой бегали по деревне. И характеристики собирали, и о том, какое жилье. Во двор уже по-темному вернулись. Из хлева выглядывала недовольная Зорька. Она давно уж из поля пришла, а никто не встретил. Никто хлеба горбушку не дал и не подоил. Света руками сплеснула. «Ох ты ж, бедная, совсем про тебя забыли». Утром Виктор при полном параде ехал в город. Он готовил речь, потом придумывал что-то новое. Но, если честно, то даже не знал, что говорить, чтобы своих же детей вернуть. Права Света, как же хорошо, что Лена всего этого не видит. Беседа получилась неприятной. Виктор выложил все бумажки. Женщина неодобрительно смотрела на него и все время принюхивалась. «Да не пью я больше, совсем не пью. Пожалуйста, отдайте мне моих детей». Он растерянно смотрел на нее, и женщина вдруг улыбнулась. «Но вы должны понимать, что за вами будут наблюдать». «Да наблюдайте на здоровье». Через полчаса Виктор, сидевший в коридоре, услышал шаги. В конце коридора показалась уже знакомая женщина, Рома и Надя, которая крепко держала брата за руку и все время всхлипывала. Он встал, дети увидели его, и Надя закричала: «Папочка!» и со всех ног бросилась к нему. В этот момент Виктор ненавидел себя больше всего. Он прижал к себе девчонку, а потом и сына. «Все, я вам обещаю, теперь у нас все хорошо будет». Они шли с автобусной остановки, а у калитки их ждала Светлана. Как увидела их,
так и опустилась обессиленно на лавочку, расплакалась. Рома и Надя кинулись ее успокаивать. Потом они готовили ужин, ели, смеялись. Все старались не вспоминать, что произошло. Вечером, когда дети уже спали, Виктор вышел проводить Свету. Они остановились у калитки, и он спросил вдруг: «Свет, а ты почему замуж не вышла?» Она невесело усмехнулась. «Зачем спрашиваешь, если и сам все знаешь? И замуж не вышла, и дома сидеть не могу. Все свое время у вас провожу. Ладно, пойду я». Она шагнула было на тропинку, но Виктор удержал ее. «Скажи, а если я сейчас предложу тебе перебраться к нам? Ты не подумай, не потому что за детьми смотреть надо. Просто как-то спокойнее. Хорошо, когда ты рядом. Не знаю я, как сказать правильно. Согласишься?» Света повернулась к нему, и в глазах у нее заблестели слезы. Только сказать что-то хотела, но тут в темноте раздались веселые детские голоса. «Тетя Света, соглашайтесь! Соглашайтесь, тетя Света!» Виктор и Света испуганно посмотрели на дом. Из-за двери торчали две детские лохматые головы. Виктор хмыкнул. «А вам не говорили, что подслушивать нехорошо?» «А мы и не подслушивали. Мы просто вам помочь». Через 2 месяца Света и Виктор тихо расписались. Зорьку никто продавать не стал, и корова в благодарность стала давать еще больше молока. А молоко им было нужно. Через год родился в семье еще ребенок, которого назвали Матвей. Виктор считал, что у них самая счастливая семья на свете. Они все так же часто навещали маму, рассказывали ей все, что у них происходило. И иногда ему даже казалось, что Лена как-то одобрительно смотрит на него с фотографией. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.